Это вещество очень важно для нас. Без него наши мышцы перестанут работать. Откажет нервная система. Не бойтесь, это не случится прямо сейчас. У нас еще есть время дослушать историю до конца. Это вещество– идеальный природный антисептик. Также это лучший консервант в истории. Люди могли не голодать без холодильников. Это вещество использовали вместо денег. За него убивали чиновников. Из-за него рушились империи. Из-за него начинались масштабные революции. Мы привыкли к нему и не замечаем его. Но раньше его называли белым золотом. Да-да, это самая обычная соль. Сегодня мы узнаем историю этого простого вещества. Мы поймем, как соль стала двигателем цивилизации. Мы узнаем, почему за нее платили жизнями. Древние египтяне первыми начали добывать много соли. Это был для них ключ к выживанию. Также это был ключ к вечности. Климат Египта идеально подходил для добычи. В стране было много минеральных озер. Они высыхали под жарким солнцем. Соль оставалась прямо на поверхности земли. Египтянам не нужно было ее копать. Они просто собирали соль руками. Сначала они освоили консервацию продуктов. Археологи до сих пор находят в гробницах соленую рыбу. Этой рыбе более 4000 лет. Египтяне верили в великую силу соли. Главная роль соли в Египте– мумификация. Из тела нужно было удалить всю влагу. Для фараонов использовали дорогую соду. Ее называли божественной солью. А что делали бедные люди? Историк Геродот описывал их обряд. Тело покойного просто засаливали в растворе. Оно лежало там 70 дней. Это было похоже на засолку огурцов. Соль заменяла беднякам дорогие ритуалы бессмертия. Позже эта тема привела к странной бюрократии. В XIX веке ввели налог на мумии. Чиновники хотели заработать на исследователях. Но в законе не было слова «фараон». Мумии облагали пошлины, как соленую рыбу. Таким образом, древние цари по документам стали обедом для рыбака. Римляне сделали добычу соли государственной стратегией. В Италии было очень много соляных мест. Почти все города строили возле соливарен. Порт Остия начался как центр добычи соли. Первую римскую дорогу построили для соли. Дорога была нужна для перевозки соли в Рим. Она называлась Виа Солярия. Оратор Катон писал руководство о соли. Он считал соль главным ингредиентом здоровья. Само слово «салат» произошло от слова «соль». Римляне любили капусту с большим количеством соли. Соль стала первой мировой валютой. Римляне платили ею жалования легионерам. Отсюда возникло слово «солдат». Также возникло английское слово «salary» — зарплата. Римские власти строго контролировали цены. Соль была залогом стабильности в империи. В самом Риме цена была минимальной. Вдали от центра соль стоила дороже. Цена росла пропорционально пройденному пути. Это был идеальный инструмент контроля. Дешевая соль успокаивала толпу лучше угроз. Цезарь и Август часто раздавали соль. Так они покупали лояльность своих воинов. Пока Запад торговал, Восток делал прорывы. В Китае соль использовали 8000 лет назад. Местные инженеры научились бурить глубокие скважины. Они использовали бамбуковые трубы и железо. Рассол качали по трубам к печам. Во время поиска соли китайцы также нашли нефть. Это были первые нефтяные месторождения в мире. Чиновники поняли, что соль– это золотая жила. Налог на соль стал главным в бюджете. Это было еще 2000 до нашей эры. И иероглиф «соль» наглядно показывает эту систему.
На нем видны инструменты и строгий чиновник. Государство ввело монополию и выгнало частный бизнес. Возникла особая культура потребления соли. Аристократы подавали к столу идеально белую соль. Но соль стала и инструментом казни. Дворянину давали право на благородный уход. Он должен был съесть полкило соли. Это приводило к мучительной смерти от обезвоживания. Налоги и монополия часто вызывали восстания. Торговцы солью собирали армии в 100 тысяч человек. Они сжигали столицы в знак протеста. В средние века соль определяла статус человека. Важные люди сидели за столом выше соли. Бедняки сидели в конце стола ниже соли. Это выражение до сих пор живет в английском. На дефиците соли в средние века поднялась Великая Венеция. Сначала венецианцы сами добывали соль. Потом они поняли, перепродавать чужое выгоднее. Торговля солью стала очень агрессивным бизнесом. Венецианцы сжигали соливарни конкурентов в Италии. Они хотели быть единственными поставщиками. Венеция контролировала почти всю соль Европы. Город платил торговцам за привоз соли. Венеция построена на прибыль от соли. Соль везли из Африки, Крыма и Средиземноморья. Марко Поло привез идеи монополии из Китая. Он понял, как соль обогащает казну. Улицы Венеции до сих пор напоминают о соли. Современные налоги кажутся вам сложными? Посмотрите на систему контроля в Древнем Китае. Правители знали, человек не выживет без соли. Это знание стало фундаментом силы государства. Первые соляные налоги появились очень давно. Чиновники ввели строжайшую государственную монополию. Частный бизнес был объявлен незаконным. Чиновник был незримым стражем каждого кристалла соли. Государство диктовало цены и объемы производства. Соль приносила половину денег империи Хань. На эти деньги строили дворцы и воевали. Но для обычных людей это было дорого. Ученые открыто выступали против этих налогов. Последователи Конфуция называли это грабежом подданных. Но прибыль всегда была важнее морали. Монополия сохранялась в Китае многие века. Появилась контрабанда и нелегальные торговцы. Они создавали подпольные армии и воевали. Восстание Хуанчао чуть не погубило династию. Во Франции соль стала настоящим кошмаром. Налог назывался габель. Это был самый несправедливый налог в истории. Государство заставляло людей покупать соль. Был закон об обязательном выкупе. Соль долга. Дети с 8 лет обязаны были покупать соль. Минимум 7 килограмм в год на человека. Цена на эту соль была заоблачной. У бедных крестьян не было денег на еду, но они отдавали последние монеты за соль. Без денег человек становился должником короны. У людей забирали скот и мебель за долги. Жителям побережья запрещали использовать морскую воду. За солончаками следили специальные инспекторы, габелеры. Они могли ворваться в дом в любое время. Они искали нелегальную соль в горшках. За левую соль человека ждала тюрьма. Нельзя было использовать дешевую соль для мяса. Тысячи людей оказались за решеткой или на галерах. Соляная полиция была самой ненавистной в стране. Ежедневный гнет накалил обстановку до предела. Народ потребовал отменить габель во время революции. В Индии британцы использовали соляной налог более хитро. Вся прибыль должна была идти в Лондон. Британцы построили большую белую стену. Это была изгородь из колючих кустов. Она тянулась на 4000 километров. Вдоль стены стояли таможенные посты. Там ловили каждого с мешком соли. Условия на соляных промыслах были ужасными. Местных жителей заставляли работать почти бесплатно. Рабочих штрафовали за любую потерю соли. Британцы вырубали джунгли для варки соли. Из-за этого тигры выходили к людям.
Тигры загрызли много рабочих на соляных полях. Потом британцы начали ввозить соль из Англии. Индийская соль стала им больше не нужна. Тысячи людей в Индии потеряли работу. Это привело к страшному голоду и смертям. Тогда борьбу начал Махатма Ганди. Он организовал знаменитый соляной марш. Соль объединила всех жителей Индии. Ганди прошел 400 километров к морю. Он поднял горсть соли и нарушил закон. Это стало началом конца британского владычества. Сегодня мы не воюем за соль. Она стоит очень дешево. В мире добывают сотни миллионов тонн соли. Есть три основных способа добычи. Первый — испарение морской воды. Воду держат в бассейнах под солнцем. Когда вода уходит, комбайны собирают кристаллы. Так получают богатую микроэлементами морскую соль. Второй способ — шахтная добыча. Каменная соль лежит в огромных подземных залах. Это остатки древних высохших океанов. Гигантские машины режут блоки соли из скалы. Это самая чистая соль в мире. Третий способ — вакуумное выпаривание. Это современная версия древнего китайского метода. Под землю качают воду для растворения соли. Раствор выкачивают на поверхность. В закрытых камерах воду выпаривают. Получаются идеальные мелкие белые кристаллы. В магазинах сейчас есть огромное разнообразие. Есть поваренная, розовая гималайская и черная соль. Так что такое соль? Яд или лекарство? Парацельс говорил, все зависит от дозы. Соль — великий спаситель человечества. Она работала как антисептик против инфекций. Квашеная капуста спасала моряков от смерти. Соляные пещеры лечат легкие и кожу. Но сегодня люди едят слишком много соли. Мы употребляем в несколько раз больше нормы. Избыток натрия ведет к болезням сердца. История соли — это история нашей цивилизации. Соль стала символом чистоты и жизни. За это вещество мир заплатил кровью. Спасибо за просмотр. До встречи.